Последний день так называемых выборов в России. Оппозиция проводит акцию «Полдень против Путина», а президент Франции Макрон уже в открытую говорит о наземной операции в Украине. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Полдень против Путина. Россияне выстроились в очереди на избирательных участках. В чем смысл акции? На избирательные участки в определенное время, в 12, всем одновременно по всей стране. Да, это тоже какое-то действие, которое может логично встать в цепочку. В России раздались взрывы. Атакован Белгород и НПЗ в Краснодарском крае. Карочильский НПЗ говорит, это уже 7-й. Франция может провести военную операцию в Украине. Президент Макрон вновь сделал ряд мощных заявлений. Возможно, в какой-то момент, я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу, потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать. Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. 17 марта – последний день электорального процесса в РФ. День, когда российская оппозиция призвала своих сторонников и антивоенно настроенных граждан собраться в полдень на участках. Эту акцию они прозвали «Полдень против Путина». Все, ладно. До свидания, спасибо. И вам спасибо. Хотите, можете пройти, присесть. Так, рад видеть много молодежи. Рад, что так народ так толпится и хочет поучаствовать в выборах. Такой активности раньше мало встречал. А вы ровно в 12 как-то приходили? Да, пришел в 12. Потому что выборы – это законный способ выразить свою гражданскую позицию. Понятно. Удалось выразить, я не знаю. Морально – да, результативно – не знаю. Данную акцию поддержала вся российская оппозиция. Прийти в 12 часов на участок было безопасно, не противозаконно и важно. Путин не допустил до выборов несистемную оппозицию. Его верная слуга Элла Памфилова развернула так называемых антивоенных кандидатов. Однако во время процесса сбора подписей за Бориса Надеждина выстраивались очереди желающих подписаться за мир. Идея полдня против Путина похожая – прийти в одно время на участок, показать наглядно, сколько людей не поддерживает режим, невзирая на сфабрикованные результаты голосования. Возможность голосования за кого-то альтернативного Путину будет максимально ограничена. И мы, соответственно, в этом сценарии предлагаем перенаправить всю эту энергию, которая была направлена на Донцову и на Надеждина, на кампанию «Полдень против Путина», на физический приход на избирательные участки в определенное время, в 12, всем одновременно по всей стране. Да, это тоже какое-то действие, которое может логично встать в цепочку всех этих событий, и то действие, с которым администрация президента действительно не может ничего сделать при всем желании. Очереди людей, которые можно увидеть на участках, потенциально оппозиционно настроенные к Путину граждане. Их нельзя сфабриковать, подправить или дорисовать, как привыкла делать глава российского ЦИК Элла Памфилова. Иллюзий об избранном будущем бывшем президенте никто не питает. Официальные результаты так называемого голосования станут доступны вечером 17 марта. Однако все мы догадываемся, кто будет самопровозглашенным победителем. В российском Белгороде уже по традиции звучат взрывы. Утром 17 марта в городе объявляли ракетную опасность. Вскоре Минобороны РФ отчиталось о сбитии 9 снарядов РСЗО «Вампир» и 3 снарядов реактивной системы «Ураган». По словам губернатора Гладкова, один из снарядов попал в частный жилой дом, где погибла 16-летняя девушка. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. К большому горю у нас погиб подросток, девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна.
Взрывы раздавались не только в Белгороде. Российский Славянск на Кубани был атакован БПЛА в ночь на 17 марта, в результате чего загорелся местный НПЗ. По данным из открытых источников, стало известно, что он производит авиационный керосин, бензит и мазут. Местные чиновники, как обычно, заявляют о незначительных повреждениях предприятия. Короче, Ильский МПЗ говорит, это уже 7-й. Нет, еще не прошли. Результаты ударов БПЛА уже можно заметить на бирже. Стоимость бензина АИ-95 достигла 60 тысяч рублей за тонну и стала максимальной с сентября. До рекорда с начала года 63 тысяч рублей за тонну подорожало зимнее дизтопливо. В целом производство бензина в РФ могло снизиться на 10%. Сейчас же, когда эти удары идут, то возникают сразу же несколько проблем. Первая проблема – это найти эту конструкторскую документацию, восстановить ее. А второй момент, нам же говорят о цифрах от, как бы так сказать, от общей мощности этих заводов. Но за последние 2 года ситуация изменилась. Мы помним, как еще до войны были огромные проблемы с поддержанием качества смесей в Российской Федерации. Да, мы видели, как нефтепровод «Дружба» останавливался из-за того, что качество смеси начинало уходить в другую сторону, потому что некоторые месторождения истощаются, смеси изменяются. И вот что мы видим сейчас. Мы видим сейчас, как уничтожаются эти установки. Речь уже идет не о модернизации, а по сути о восстановлении этих заводов. В Белгородской области продолжаются рейды российских добровольцев. Сообщается, что сибирские батальоны, бойцы Чеченской республики Ичкерия, зашли в населенный пункт Горьковское под Белгородом. Как сообщает телеграм-канал батальона, воины захватили здание администрации. Оно расположено в Грайворонском районе. Вместе против империи зла подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации. Как сообщали РДК, ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в свою очередь прокомментировал рейд. Он сказал, что Украина будет оказывать всевозможную поддержку повстанцев. Вони допомагають нам з першого дня подій від 24.02.22 року. І воюють вони досить таки непогано. Вони були в багатьох гарячих точках, як це прийнято зараз називати в Україні. Ну, ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей. ВСУ могут израсходовать почти все запасы снарядов для систем ПВО уже к концу марта. Такое заявление сделали The Washington Post несколько украинских чиновников. В результате Украине придется ограничить работу ПВО так, что она сможет сбивать только 1 из 5 российских ракет. Как пишет The Telegraph, РФ уже знает об этой проблеме, поэтому готовится к новым ударам. По информации издания, повлиять на ситуацию может только разблокировка пакета помощи Украине от США. Дело идет не очень хорошо, но все зависит от ситуации. Если помощь возобновится и придет быстро, еще не все потеряно. Издание напомнило заявление гендиректора ЦРУ Роберта Бёрнса, который обращал внимание на возможные проблемы при дефиците снарядов для ПВО. В таком случае Киев будет вынужден отказаться от идеи не вести переговоров с Россией. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ потерей территорий. Франция может провести военную операцию в Украине против РФ, если этого потребуют обстоятельства. Такое заявление сделал Макрон. По его словам, Париж должен готовиться к любым сценариям. Генштаб страны это делает. Он также подчеркнул, что многие государства Европы поддерживают линию Франции. И это отнюдь не малые страны. Возможно, в какой-то момент, я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу, потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать. В конце февраля Макрон не исключил отправки войск НАТО в Украину. Однако тогда в Париже не говорили о проведении наземных операций, объясняя, что задачи контингента ограничатся охраной границ, инструктажем и противовоздушной обороной. При этом Макрон не отменяет и дипломатическое разрешение ситуации. Он пообещал поднять телефонную трубку, если ему позвонит Путин. На этом пока все. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте подписываться на нас и в других социальных сетях, Telegram, Twitter или же TikTok. Также, если вам нравится наша работа, ее можно поддержать кнопкой «Спасибо» под роликом. Увидимся в следующих выпусках.